Мощный удар по авиации в Крыму. Уничтожены несколько ценнейших истребителей. Белоусов провел срочное совещание. Восстание в Госдуме? Депутат пошел в полный разнос. Резкая критика властей и публичное унижение для Кремля. Будет ли ответ? Протест военного у стен парламента. Требование срочной отставки президента. Капитолий оцеплен. За голову Трампа назначена награда. Премьер уходит в отставку, а Симоньян сделала неожиданное заявление. Об этом и многом другом к утру 4 июля. Доброе субботнее утро. Выходные начинаются, но события в мире не останавливаются ни на секунду. Главное, что нужно знать прямо сейчас, расскажет команда Нехта и я, Дарья Петрова. Поехали! Крым снова горит. Второй раз за неделю СБУ ударила по российской авиации. Служба безопасности Украины отработала по ключевым аэродромам полуострова – Саки и Гвардейское, откуда регулярно взлетают самолеты для ударов по украинской территории. По данным сил обороны, под удар попали ангары с истребителями и бомбардировщиками Су-30 и Су-24. Сообщается о повреждении или уничтожении не менее 7 самолетов. Досталось и Гвардейскому. Там поражены ангары, где хранились шахеды и авиационное оборудование. В районе аэродрома фиксировались взрывы и стрельба. Оба объекта считаются ключевыми элементами российской военной инфраструктуры в Крыму и используются для ударов по южным регионам Украины. После такой атаки, пожалуй, стоило бы провести срочное совещание. Что и сделал Белоусов, министр обороны РФ. Как заявлено, военачальник встретился с гауляйтерами Аксеновым и Развожаевым на базе Черноморского флота, чтобы обсудить обстановку на полуострове. Но интересно тут другое. Белоусов проинспектировал войска и выбрал приоритетные задачи: наращивание боевых возможностей береговой системы обнаружения, сил и средств отражения воздушного нападения противника и защита объектов военной и гражданской инфраструктуры. Интересно, а это наращивание боевых возможностей ПВО, которую украинские силы выносят чуть ли не каждый день, с ним в одном командном пункте. На самом деле приехал Белоусов лишь для того, чтобы вручить медальки и поддержать боевой дух, который и так давно уже ниже плинтуса. Служу России! И пока Белоусов пытается воскресить боевой душок, в Российской Госдуме набирает обороты настоящее восстание. После вчерашнего выпада Нины Останиной, о чем мы рассказывали ранее, депутат от КПРФ Вячеслав Мархаев начал задавать неудобные вопросы, резко раскритиковал правительство и публично поставил под сомнение эффективность его действий. Почему Россия, добывающая сотни миллионов тонн нефти, не может обеспечить топливом собственный народ? Почему власть не может обеспечить государственную безопасность населения страны от атак противника? Почему зона комфорта чиновников и элиты России находится в странах коллективного Запада и блока НАТО, а не в России? Он также поднял вопросы о топливной политике, защите инфраструктуры, росте цен и социальном неравенстве, фактически обвинив систему управления в отсутствии стратегии и перекладывании ответственности на регионы и бизнес. По словам депутата, без отставок и расследований ситуация будет только усугубляться, а кризис расширяться. Пока власть не признает свои ошибки и просчеты, волнения будут нарастать. Нельзя допускать, чтобы народ платил за просчеты, а виноватые оставались в своих креслах. Что думаете, тянет на бунт против Путина? Или депутаты так усердно готовятся к выборам, что разносят власть в пух и прах? Делитесь мнением в комментариях. Глава правительства внезапно ушел в отставку. Власть потеряла функциональность. Вслед за премьером Великобритании Стармером о своем уходе объявил премьер-министр Молдовы. Александру Мунтяну продержался на посту лишь 8 месяцев. Он заявил, что больше не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями. Президент Молдовы Майя Санду созвала пресс-конференцию и подтвердила, что приняла отставку к сведению. Спекуляции о том, что он хотел бороться с коррупцией и не мог, это спекуляции. Премьер-министр мог управлять правительством, как считал верным, но он предпочел уйти. Резко высказался по этому поводу мэр Кишинева. Он связал отставку Мунтяну с провалом реформ и внутренними конфликтами, заявив о самой некомпетентной и коррумпированной власти.
Редкий случай для американской армии. Действующий майор ВВС США Джейсон Уотсон в одиночку вышел на ступени Капитолия и публично призвал Конгресс объявить импичмент Дональду Трампу и Джей Ди Венсу за неоднократное нарушение Конституции США. Когда президент Соединенных Штатов отдает приказ о военных действиях против иностранных государств в отсутствии чрезвычайной ситуации, как это было с Венесуэлой, Кубой и Ираном, это узурпация полномочий Конгресса и нарушение положения о военных полномочиях. Сразу после выступления Уотсона задержала полиция Капитолия. Обвинений не предъявляли и отпустили. Однако военному все еще может грозить разбирательство. Законы США накладывают жесткие ограничения на политическую активность военнослужащих. Майор Уотсон в своем выступлении дал понять, что осознает все риски и готов нести ответственность за сказанное. Я призываю всех американцев мирно и ежедневно выходить на массовые акции до тех пор, пока эта администрация не будет отстранена от власти и не будет восстановлена наша демократическая республика. Но президенту США не до этого. У него своя движуха с митингом и салютами. Сегодня, 4 июля, Вашингтон масштабно отметит юбилей – 250-летие Декларации независимости. Кульминацией должен стать грандиозный фейерверк, и Трамп намерен установить мировой рекорд. По сообщениям американских СМИ, с 10 площадок в небо будет выпущено 850 тысяч пиротехнических зарядов. По подсчетам издания Independent, 40-минутное шоу обойдется американцам в несколько миллионов долларов. Для сравнения, обычно фейерверки в столице США длились до 25 минут и включали около 20 тысяч зарядов. Мы проведем самый масштабный митинг Трампа. Дань уважения Америке. Символическую для Америки дату подарок Трампу преподносит Иран. Спустя 4 месяца после смерти бывшего аятоллу решили похоронить. Началась масштабная церемония прощания с Али Хаменеи. Несколько городов, миллионы участников, тотальная мобилизация госструктур, от армии до религиозных организаций. Не упустил возможности направить тяжелую артиллерию и Кремль, правда в виде Дмитрия Медведева. Зампред Совбеза России прибыл в Тегеран для участия в траурных мероприятиях. Видимо, бывшему президенту что свадьба, что поминки, дай только повод. Тем временем в самом Иране объявлена награда за голову президента и премьера. Государственные медиа сообщают, что исламисты в иранском Варамине собирают золотые украшения, чтобы профинансировать награду за убийство Трампа или Нетаньяху. Вознаграждение в конечном итоге может достичь 1000 килограммов чистого золота, если сторонники по всему Ирану внесут свой вклад. Своеобразно поздравил нынешнего президента с его торжествами и сын бывшего президента Америки. Хантер Байден предложил дать Трампу Нобелевскую премию за его неуемные усилия в окончании войны на Ближнем Востоке. По подсчетам CNN, наш дорогой лидер завершал войну с Ираном как минимум 38 раз. И он еще даже близко не закончил ее заканчивать. Это рекорд, достойный признания Нобелевского комитета. Спасибо за внимание к этому вопросу. Ситуация критическая. Россия может загубить все. Тотальный дефицит бензина жестко сказывается на аграрной сфере. Фермеры в Крыму не могут заправить технику, полить, собрать и отправить урожай, а запасы дизеля уже закончились. По идее, уже договорились тоже с продажами. Вот, и из-за отсутствия дизеля ничего сделать не можем. Такие пироги, все зависит. Все зависит от топлива. Как ни странно, вон у нас техника простаивает. Тему подняли на самом высоком уровне. Ну, почти. Меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горюче-смазочными материалами. Без горюче-смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ответ призвала отставить панику, а сказанная формулировка достойна отдельного внимания. Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Не преувеличивать драматизацию рекомендуют и в правительстве. Глава комитета по транспорту москвичев заявил, что на заправках, оказывается, все есть. Но автомобилистам все равно придется постоять в очередях. По его словам, он лично проверил АЗС в 2 областях и убедился, что топливо есть.
Надо просто потерпеть, дал совет россиянам парламентарий. Шокирующее признание. Маргарита Симоньян рассказала, что ее все время почему-то пытаются убить. Угрозы мне поступают ежеминутно. На меня было 3 покушения. Одно из них беспилотником на этот дом, где в этот момент находилось 5 детей и 2 пожилых женщины. И покушение на меня лично было... Вчера военный суд Москвы приговорил фигурантов по этому делу к срокам от 6 до 25 лет лишения свободы. Следком РФ признал виновными в подготовке покушения на Симоньян неонацистов из группировки «Параграф 88», которых также обвинили в нападении на мигрантов и геев. Симоньян якобы планировали застрелить из автомата. Изначально в деле фигурировала и Собчак, как вторая цель, но вскоре она из дела пропала. К всеобщему сожалению, уходить из публичного пространства главред Арти не планирует. Говорит, такая работа. И да, по данным ФСБ, убийства Симоньян готовились по заказу СБУ. За каждое из них исполнителям обещали $50 000. Напоследок цирк из зала суда. Скандальному украинскому нардепу Николаю Тищенко антикоррупционный суд назначил залог в 10 миллионов гривен за то, что, по версии следствия, он выпрашивал больше $1 миллиона отступных, да отмывал деньги через липовый договор дарения с бывшей женой. Казалось бы, момент серьезный, но Тищенко решил превратить суд в балаган. Вместо ответа, есть ли у него эти миллионы, он прямо перед камерами журналистов вытащил кусок сала с Владимирского рынка и 3 головки чеснока. Ні, це Володимирського, наше. Я маю чесник. Чесник. От що я маю для всіх коррупционеров. А после выхода из зала судебных заседаний экс-нардеп погнался за блогером, который бросал в него помидоры. Дурак. И вас сейчас порут. Комментировать, только портить. А своими эмоциями не стесняйтесь делиться под видео. А на этом я с вами прощаюсь. Не забудьте подписаться на канал, если еще этого не сделали. Хороших вам выходных и приглашаю на вечерний выпуск.